Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это четвертая заключительная часть по вязанию вот такого вот снеговичка по имени Морковкин. Вяжем шапку-ушанку. Берем пряжу для вязания шапки. У меня это плюшевая пряжа. Основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и вяжем 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так мы повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так мы повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, седьмой. И в этом ряду вяжем так: 23 столбика без накида, 2, 3, 4, 22 и 23 плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторим еще один раз. То есть вяжем 23 столбика без накида плюс 1 прибавка. И итоговое количество петель у нас должно получиться 50. Провязали, новый ряд отметили, следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 50 столбиков без накида, с 8 ряда по 15 ряд включительно. Провязали, далее вывяжем козырек. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провяжем еще 4 ряда без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали, в конце последнего ряда воздушную петлю не вяжем, а просто протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем между столбиками. Далее вывяжем ушки на расстоянии от козырька 3 петли. Эти петли я уже для себя отметила маркерами. Сначала вывяжем правое ушко. Берем
пряжу. От этих отмеченных 3 петель отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 8-ю петлю вводим крючок, подхватываем рабочую нить, фиксируем ее соединительной петлей. Зафиксировали и туда же вяжем столбик без накида, первый столбик без накида. Далее вяжем еще 7 столбиков. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провяжем еще так 6 рядов. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, в конце последнего ряда воздушную петлю не вяжем, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем между столбиками. И теперь точно так же вывязываем левое ушко. Только рабочую нить на этот раз мы фиксируем рядом с 3-й петлей от козырька, то есть в 4-ю. Зафиксировали соединительной петлей и туда же вяжем первый столбик без накида. Далее провяжем еще 7 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провяжем еще 6 рядов без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее сделаем обвязку по всему краю шапочки. Обвязка будет состоять из столбиков с одним накидом. Обвязку можно сделать пряжей белого цвета, той же пряжи, которую вязали шапочку, либо же ворсистой пряжей. Я буду делать обвязку пряжей Alize Softy Plus. Кстати, вот что у меня осталось от вязания снеговичка из этой пряжи, от одного моточка. Итак, как раз на обвязку хватит. Обвязку будем делать с внутренней стороны, с изнаночной стороны, потому что когда мы вот так вот загнем края ушек и козырька, то нам нужно будет, чтобы лицевой узор вязания был на наружной стороне. Итак, берем пряжу для обвязки краев и вот с задней стороны вот здесь вот возле ушка фиксируем. Сделали соединительную петлю, провяжем еще одну воздушную петлю, далее делаем один накид и туда же провяжем столбик с одним накидом. И все. Далее вяжем в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. И заканчиваем обвязку соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И все хвостики прячем вовнутрь обвязки. Итак, шапка-ушанка у нас готова. Осталось связать варежки. Берем пряжу для вязания варежек, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд.
Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали следующий ряд, третий. По желанию можно отметить новый ряд маркером. Я же этого делать не буду. В этом ряду в третьем вяжем так: 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Далее вяжем одну прибавку. Такую комбинацию повторим еще один раз. Вяжем 6 столбиков без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали следующие 6 рядов, вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида, с 4 по 9 ряд включительно. Провязали последний столбик 9 ряда, не довязываем до конца. Берем пряжу для обвязки и довяжем этот столбик. Далее сделаем обвязку столбиками с одним накидом. Провяжем так 16 столбиков с одним накидом. В конце ряда вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Красную пряжу тоже мы отрезаем. Все это завязываем на узелочки и прячем между столбиками. Одна варежка готова, вторую вяжем точно так же. Далее вышьем той пряжи, которую вязали шапочку, вышьем коротенькие 4 полосочки вот в этом месте, через каждые 3 ряда. Итак, заведем иглу здесь. Захватываем 2 столбика и спускаемся на 3 ряда вниз. Так, здесь также захватываем 2 столбика и спускаемся еще на 3 ряда вниз. Повторяем все. И вышиваем последнюю полосочку. И выводим ниточку сбоку. У меня получилось неровно, потому что под камерой это делать совсем неудобно. За кадром я это сейчас исправлю. Просто показала вам принцип вышивания этих полосочек. Далее ниточку отрезаем, плюш снимаем с хвостиков и завязываем все это на узелочки, прячем вовнутрь снеговичка. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами снеговик Морковкин полностью готов. Кстати, вот эти полосочки удобнее вышивать снизу наверх, а не сверху вниз. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ. Присылайте мне их на электронную почту или же в инстаграме ставьте вот эти хэштеги. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Еще раз всем спасибо большое. Всем пока-пока.